Сегодняшняя тема будет интересна всем, кто любит универсальные, неприхотливые и полезные цветы. Речь пойдет про растение, которое имеет декоративный вид и подойдет для выращивания даже самым неопытным садоводам. Кроме всего, этот травянистый многолетник обладает огромным спектром лечебных свойств, широко используется в кулинарии, а также является отличным медоносом. Это многим уже известная пряно-ароматическая культура под названием лаванд. Другие его названия – агастахи и многоколосник. Ему также присвоили название сибирский женьшень, так как по своим полезным свойствам эта трава приравнивается к женьшеню. Среди многообразия видов лаванда встречаются разные по высоте и окраске соцветий растения. Есть виды невысокие и очень крупные. Высота варьируется от 50 см до 1,5 метров. Окраска цветов может быть белой, розовой, лавандовой, сине-голубой, оранжевой и не только. Период цветения также отличается. В основном эта культура цветет несколько раз за сезон. После первой волны отцветшие колоски можно срезать. В этом случае через некоторое время куст выпустит новые побеги с соцветиями. Стоит иметь в виду, что рядом растущие разновидности лаванда могут переопыляться. Ароматная листва агастахи также отличается своей окраской. Есть растения с ярко окрашенными золотистыми листьями, с запахом лимона или мяты. Очень популярный вид лаванда – анисового. Он имеет выраженный аромат аниса и приятный пряный вкус. Молодую витаминную зелень этого растения используют для приготовления салатов, в качестве ценной пряности для выпечки и консервации, как приправу к всевозможным блюдам из овощей, мяса и рыбы, а также для приготовления разных напитков, компотов и чая. Используют не только соцветия, но и листья, а также стебли лаванда. Агастахия разрастается достаточно крупным кустом, поэтому за лето можно заготовить для себя много полезного сырья. Сбор лучше проводить в сухую погоду. Траву сушат в тенистом и хорошо проветриваемом месте. А хранят при комнатной температуре в тканевых или бумажных пакетах, избегая влажных мест и попадания прямых лучей солнца. О полезных свойствах лаванда можно рассказать очень многое. Эта трава обладает отличными кровоочистительными и бактерицидными качествами. Считается, что лаванд способен выводить из организма токсические вещества и даже радионуклиды. Агастахи называют растением-знахарем. Издревле его употребляли для продления молодости, повышения жизненных сил и иммунитета, а также от многих проблем, связанных со здоровьем. Для садоводов это растение ценно своей редкой неприхотливостью и декоративными свойствами. Кусты лаванда часто используют в групповых посадках, на заднем плане цветников, для декорирования заборов и оформления миксбордеров. Раскидистые побеги лаванда с ароматными колосовидными соцветиями невероятно украшают сад. Есть виды и сорта, которые внешним видом цветов напоминают яркую лаванду или декоративный шалфей. Массовое цветение агастахи притягивает взгляд даже издалека. К тому же этот многолетник достаточно засухоустойчивый, нетребовательный к качеству грунта и месту посадки. Хотя всю красоту и обилие колосков покажет на хорошо освещенном участке. Многоколосник часто используют в создании малоуходных садов и модного в последнее время природного или пейзажного стиля. Посадки лаванда не только украсят вашу территорию без особой затраты времени и труда по уходу, но и привлекут на ваш участок много полезных опылителей и красивых бабочек. Последние так и суетятся над кустами лаванда. Агастахи – это отличный медонос. Его побеги с соцветиями удачно смотрятся в срезке и пригодны для составления сухих букетов. Кусты агастахи способны расти на одном месте без пересадки не менее 5 лет. По окончанию цветения колоски подсыхают, и из них выпадает много семян. Лаванд способен давать свой самосев. Также стоит учитывать активный рост кустов. Если вы не желаете много лишних побегов, саженцы лучше сразу высадить в почвенный ограничитель. Многоколосник размножают прямым посевом семян в грунт весной или на рассаду, черенкованием и делением куста. Имейте в виду, что гибриды и сортовые растения размножают исключительно вегетативным путем.
Также учитывайте возможность переопыления разных сортов и не высаживайте их рядом. В октябре всю надземную часть можно срезать. В садах с суровыми и малоснежными зимами место посадки укрывает слоем опавшей листвы. Виды лафанта горного и мексиканского проще выращивать как однолетник, так как они достаточно теплолюбивые. Имейте также в виду, что кусты могут пострадать в зимне-весеннее время при выращивании в переувлажненной, тяжелой почве или в низинах, где застаивается влага. В посадочные ямы надо добавлять дренаж, хотя бы в виде песка. Грунт для гастахи подойдет даже бедный, но он должен быть легким. Неприхотливый и обильно цветущий лафант способен украсить не только ваш сад. Компактные сорта выращивают также и в контейнерах. Их удобно поставить в самых разных местах, например, на террасе, чтобы наслаждаться долгим и ароматным цветением. Осенью растения подрезают и заносят в прохладное помещение. Друзья, поделитесь своим опытом и мнением по этому многолетнику. Я буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. Если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк и до новых встреч в нашем добром саду.